А у вас, кстати, антивирус ругается на сайт Step каждый раз выдает такое сообщение, что страничка у нас заражена блэк-листом. Но это скорее какой-то скрипт, который не несет вреда. Ребята, всем привет, с вами Александр, и давайте поговорим же о лидере среди Move to Earn проектов, а именно о Stepn, о всеми любимых кроссовочках. Что нужно знать новичку? Так, какой у нас план на это видео? Первое, это калькулятор Step Guide. Второе, это как выбрать кроссовки. Третье, это как правильно заводить деньги, чтобы не получить себе геморрой. Четвертое, это цена и что делать с токенами GST, GMT и Solana. И пятое, это перспективы проекта и окупаемость. Вот так по порядку мы и пойдем. Ну, наверное, сразу стоит сказать, что есть такой прекрасный сайт, как Step Guide, где вы можете просчитать доходность любого кроссовка. Как им пользоваться, все просто. Выбрали редкость кроссовка, выбрали его тип, там волкеры, джогеры, комоны, выбрали его уровень. Самый популярный уровень, наверное, это будет 5 для покупки на вторичном рынке. Били сюда стартовые показатели какие-то, например, там вот такие. И нажали Optimize. И вам программа рассчитает, как вам нужно оптимально распределить данные очки, которые у вас с каждым уровнем добавляются. И сколько вы будете зарабатывать уже чистыми. 7.45. Потому что грязными вы будете получать 9.61, но каждый день вам нужно ремонтировать кроссовки. Вы можете ремонтировать их не каждый день, но перед прокачкой на новый уровень это сделать нужно обязательно. Потому что на каждом следующем уровне ремонт будет дороже. Потом вы ремонтируете кроссовки до прокачки уровня. Так, ну а теперь, ребята, и как же нам выбрать кроссовки? Что вам нужно знать? Ну, первое, заходите в приложение, заходите в раздел Market и нажимаете на фильтр. Определитесь, какие кроссовки вам надо. Ну, на самом деле, если вы не профессиональный бегун, то раннеры вы, в принципе, не рассматриваете, в них очень тяжело. Тренеры стоят существенно дороже. Если у вас много денег, то можете их брать, но для простых людей в этом смысла нет. Они существенно дороже, зарабатывают они не настолько больше. У них есть универсальность, вы можете хоть ходить, хоть бегать в них, но кому это надо? Если вы хотите ходить, то просто купите себе более дешевые волкеры и не морочьте голову. В чем отличие между волкерами и джоггерами? Это два типа кроссовок, на которых останавливается 99% людей. Самыми популярными считаются джоггеры. У них скорость, которую вам нужно соблюдать при ходьбе, чтобы вам начисляли деньги, это выше 4 и до 10 км в час. То есть это кроссовки для быстрой ходьбы. Потому что медленная ходьба это до 4 км в час, а быстрая ходьба это в районе 6 км в час. То есть если вы ходите быстро, можете брать джоггеры. Они там на капельку, совсем не на значащую часть, зарабатывают больше, чем волкеры. Если же вы просто ходите с семьей, вы хотите там своему ребенку, маме, папе, брату или просто себе, то берите кроссовки волкеры. Они, во-первых, самые дешевые из простых, не считая раннеры, которые мы не рассматриваем. И в них нужно ходить со скоростью от 1 км до 6. И зарабатывают они практически столько же, сколько и джоггеры. А стоят чуточку дешевле. Итак, что вам нужно сделать, чтобы выбрать свою пару кроссовок? Вы заходите на рынок, выбрали тип, например, волкеры. И первый раз они сортируются по умолчанию, если не ошибаюсь. Если нет, то выберите сами по самой низкой цене. Вы должны зайти и увидеть, какая самая маленькая цена. И как мы видим, самая маленькая цена это 12,6. Все, вам нужно просто примерно понимать, что самый голимый кроссовок стоит 12,6. Вот если мы на него зайдем, этот уже купили, давайте обновим. Вот этот кроссовок. То есть у него показатели, самые главные для нас это эффективность, которая влияет на заработок денег, и последний это resilience, износ, который влияет на то, как много денег мы тратим на ремонт этого кроссовка. И видите, здесь показатели ниже пятерочки, 3,5, 4,6, это паршивый кроссовок, потому он и стоит так мало. Все, выбрали по низкой цене, а теперь забудьте об этом. Вам это нужно было просто, чтобы увидеть цену самых дешевых кроссовок. А теперь переключайте на параметр Lastest. Это самые последние добавленные кроссовки. И вот среди них вы будете выбирать. Вот, в принципе, неплохой кроссовок попал. Сразу нюанс. Видите, зеленая полосочка Efficiency. Это вам ни о чем не говорит. Вам нужно назвать вот этот параметр, кнопку Base, которая находится возле надписи Attributes. Нажимаете Base и вы видите, что этот кроссовок такой же дерьмовый, как тот, что мы смотрели, но кто-то его хочет продать дороже. Не за 12,6, за 14. Это просто развод и обман. Несмотря на то, что это кроссовок на 7 уровне, его брать не стоит. Опять же, эффективность не должна быть меньше 5, а сумма параметров эффективность плюс resilience не должна быть меньше 12. Если у вас совсем нету денег, то берите, чтобы сумма была 10. Но чем больше, тем лучше. До 20. То есть от 12 до 20, когда у вас там будут девятки или десятки в этих параметрах, то кроссовок будет дорогой. Давайте смотреть дальше. Обновляем экран. Смотрим, вот 16
Solana нам предлагают. Опять же, убираем Base. Кроссовок 6.5 и 6.9. В принципе, довольно неплохой кроссовок за 16.8 Solana. Но немножко дороговато, как по мне. Вот, давайте посмотрим на этот кроссовок. Этот кроссовок подходит для самого бюджетного входа. Его цена не намного выше низа. То есть низ у нас был 12.6. То есть здесь на 2.6 Solana больше. То есть на $200 дороже он. Но у него показатель уже в сумме там не 5, а в сумме хотя бы уже тут у нас 10. Но это тоже такой минимально допустимый вариант, потому что у него эффективность больше 5, эффективность 8.8, почти 9, а Resilience 2. Ну, этот параметр вы просто потом по прокачке уровня покорректируете по Step and Guide калькулятору. Этот кроссовок можно брать. Давайте обновляем экран снова. Вот, появился кроссовочек за дешевые цены 13.9. Вот этот вообще прекрасный кроссовочек, ребята. Из дешевых. Из дешевых у него эффективность 9.4. То есть он будет зарабатывать монеток прилично. Практически топ. Недалеко от 10. Но у него Resilience, да, немножко подкачал. То есть в сумме у нас здесь получается 13. Ну, тоже неплохо. За свои деньги хороший кроссовок. Давайте смотрим на следующий кроссовок. 16 Solana. У него сумма 11, ребята. То есть у него сумма хуже, он стоит дороже. То есть этот кроссовок не берем. Смотрим на другой кроссовок. Опять же, не забывайте нажимать кнопку Base. Вот 6.5, 6.7 за 14.7. Но это опять же самый такой почти низ. Ну, вполне себе неплохой. То есть у нас сумма получается 13 даже, ребята. 13, а цена 14.7. То есть этот кроссовочек тоже в принципе хорош. Ну, я вот примерно показал. Вот так вот обновляете экран. Видите, какое появилось предложение. Вот 15 Solana, допустим, клацаете на Base и видите, что вас хотят обмануть. Параметр эффективности всего 3, Resilience 6. Это плохо. Сумма вообще 9 и показатель эффективность ниже 5. То есть это шлак, который хотят вам продать на 2,5 Solana дороже, чем самые голимые кроссовки, которые вы можете увидеть, если отсортируете по самой низкой цене. Вот 12.40 это самое дно. Вы просто должны знать эту цену, от которой вы отталкиваетесь. Переключайте снова на последние кроссовки и мониторите. Вот джоггеры, это плохие, за 15 Solana, ну так себе, слабовато. Вот смотрите, за 13 Solana, давайте, это практически дно, но это дно лучше, чем вот то дно, которое продают по 12.4. Разница в цене небольшая, но здесь уже хотя бы есть 11 сумма показателей и эффективность выше 5. То есть вот такие кроссовки уже можно брать, если у вас совсем туго с деньгами. 13 Solana всего лишь. Там мы видели похожие кроссовки за 14 с копейками Solana, а это 13, ребята. То есть для бюджетного входа кроссовок подходит. Ну вот примерно так, ребята, нужно выбирать. Если вы выбираете джоггеры, там то же самое. Неважно, какие кроссовки вы выбираете, принцип такой же. Смотрите самую низкую цену, и потом смотрите на показатели кроссовков, которые у вас выпадают. Первое, что стоит сказать, что для работы с кошельком внутри приложения нужно вам иметь два токена. Первый токен это Solana, за который вы будете покупать валюту и которая нужна вам для оплаты комиссий на основном кошельке, на который вы переводите деньги, из которого будете переводить деньги, например, на биржу. Далее в игре есть такой внутренний кошелек, который называется Spending. И там все операции оплачиваются в токенах GST. И то есть вам сразу же нужно, чтобы у вас на балансе было хотя бы какое-то минимальное количество Solana и какое-то минимальное количество токена GST для оплаты комиссий. Там вообще, то есть там 1/10 хватит. Просто когда у вас этого не будет, вы не сможете ни прокачать кроссовок, ни обменять монеты. Вы ничего не сможете сделать. Ведь я столкнулся с этой проблемой. И теперь давайте по очереди, как это все нужно делать. Опять же, если у вас есть деньги на какой-либо бирже, то есть вы заходите на Market, в раздел Trade, и там просто покупаете монетку Solana. Заходите в раздел своего кошелька, нажимаете «Вывести», «Withdraw», вбиваете сюда адрес кошелька внутри приложения StepN, который вы создали, и выбираете сеть. Ну вот в случае с KuCoin здесь есть Solana, только в сети Solana, которой вам и надо. Обязательно обращайте внимание на сеть. Это должна быть Solana. И переводите нужное количество монет. Все там, вбили кошелек, вбили сеть, оно спросит вас количество монет, вбили и нажали «Перевести». Чтобы не испытывать никаких проблем, то на этой же бирже рекомендую вам, если на ней есть, сразу же купите еще хотя бы один токен GST. И тоже его переведите на кошелек в приложении.
Если же у вас нет возможности сразу там перевести или не хотите перевести и Solana, и GST, то вам придется уже тогда в приложениях какую-то малую часть из ваших Solana, закладывайте там пару лишних долларов, обменять на GST. Я вам сейчас расскажу, зачем это дальше нужно. Это, в общем-то, все просто. Есть другой момент, когда у людей деньги есть, например, только на кошельке, вот как у меня были, а на бирже этих монет нет. Что нужно сделать? Есть разные мосты, разные бриджи, в которые вы закидываете монеты, например, из сети Binance, потом их переводите, эти монеты, в сеть Solana, например, это делается с токеном USDC, а потом идете еще на второй сайт-обменник и обмениваете эту монету уже в сети Solana USDC на Solana в сети Solana. Вот так вот. Такой вот путь. То есть мне он как бы сразу не понравился. Вот буквально мне писали, что у человека возникли проблемы. То есть он $10 обменял, ему пришли, а потом обменял там $1500, и деньги зависли. И это децентрализованный обменник, там попробуй еще до кого-то достучись. Если у централизованных бирж есть какая-то поддержка, можно что-то там решить, спросить, то с децентрализованными там может быть еще все намного хуже. Я рекомендую, опять же, вам, например, биржу KuCoin. То есть раньше я бы воспользовался биржей Binance в связи с ее проблемами нынешними. Я не хочу особо связываться с Binance. Я воспользовался биржей KuCoin. Китайская биржа с русскоязычной поддержкой. В общем-то, все хорошо работает у них. Топовая биржа, топ-5 биржа. Я сделал как? У меня были монетки, например, и USDT, и USDC. Мне нужно было их там завести на биржу. Например, вот давайте вобьем. Вот USDT. Я хотел завести USDT, но когда я выбираю здесь сеть, на ввод здесь то же самое. У них не было сети Binance на ввод. Это было немножко неудобно. То есть у кого, допустим, все монетки в сети Трона, тот просто сюда заведет. Я как решил эту проблему? Я просто в MetaMask, на бирже, например, там Biswap, в MetaMask, вот, допустим, подключился к бирже Biswap, и там обменял токен USDT на токен Binance, на токен BNB. Или это же можно сделать внутри самого кошелька MetaMask. Вот нажать Swap и выбрать, на что вы меняете. Там USDT на BNB. То есть я получил токены BNB, и эти токены BNB, как бы, они в сети Binance Smart Chain без проблем сюда завел. Завел сюда токены BNB, обменял их внутри биржи на токены USDT и за USDT купил Solana. А потом уже Solana перевел на кошелек внутри приложения. Опять же, на бирже KuCoin есть и токен GST, который сейчас, пробивает дно $4, что не очень как бы радует, но не суть важно. То есть и вторым этапом нужно было бы хотя бы купить еще один токен GST и его перевести. GST токен в сети Solana. Так же самое его переводим на свой кошелек. Но я этого не сделал, потому что мне этого как бы в свое время не объяснили. Теперь давайте перейдем к приложению и посмотрим, что нужно делать там. Есть Wallet, есть Spending. Wallet — это настоящий кошелек, с помощью которого мы взаимодействуем с биржами и внешним миром. Вот именно сюда пришли наши Solana, которые мы завели. И сюда нужно перевести тоже какую-то хотя бы там 1 или там половинку токена GST, чтобы у вас лежал. Для чего это нужно сделать? Чтобы купить кроссовок, вам нужно перевести ваши деньги на внутренний кошелек, на кошелек Spending. Это делается как? Вот нажимаете на Solana, нажимаете трансфер и нажимаете трансфер to Spending. Выбиваете сумму, все, за там минутку это все приходит. Я вот так как бы и сделал, да. То есть я перевел вот сюда, у меня было там 18 Solana. Я пошел потом вот эти именно вот деньги, которые находятся в кошельке Spending, это те деньги, которые вы можете тратить на маркете. Вот, если вы оставите деньги на Wallet, а не перебросите его на Spending, то у вас не будет отображаться баланс, и вы не сможете купить кроссовки. То есть нужно деньги обязательно перекинуть на кошелек Spending. И вот здесь вы, допустим, купили кроссовки. Вот как сделал я, купил кроссовок, да. А потом, ребята, возник вот такой вопрос. Я, допустим, вот зашел сюда в кроссовок свой, нажал ему сразу Level Up. У меня были деньги, чтобы не терять время, я сразу купил кроссовок 5 уровня и сразу давай его качать на 6. Вроде бы все просто. У меня осталось еще целых 3 Solana на кошельке. Я думаю, давай-ка я качну. Вот у меня здесь в разделе Spending оставалось 3 Solana. А чтобы прокачать кроссовки, нужны токены GST, которых у меня нет. Я думаю, ладно, это не вопрос, я сейчас просто обменяю Solana на GST. Но обмен можно сделать только в кошельке Wallet. А я все Solana перевел в кошелек Spending. И мне теперь нужно просто 3 Solana, которые у меня оставались здесь, вот отсюда мне нужно перевести из Spending перевести на Wallet. И знаете, что оно мне сказало? Оно мне сказало, что вам на балансе нужно иметь токен GST, потому что все операции внутри кошелька Spending оплачиваются токеном GST. А у меня GST было 0.
То есть у меня получилась ситуация, что у меня есть 3 Solana, которые мне не нужны, но у меня нету токенов GST. И я не могу их купить и не могу обменять. Я не могу вывести свои 3 Solana, которые у меня остались в кошельке Spending, назад на кошелек Wallet. Потому что у меня нету там пару центов в токене GST, чтобы оплатить комиссию. Вот такая вот у меня получилась жопа. Это как в MetaMask, да, в сети Binance вы оплачиваете все комиссии токеном BNB, а в сети Solana вы оплачиваете все комиссии в токене Sol. Вот, допустим, в кошельке Wallet вам всегда на балансе нужно держать какую-то часть Solana, потому что все операции по обмену, например, оплачиваются Solana, а внутри кошелька Spending вам всегда нужно держать токен GST. Потому что вывод денег из кошелька Spending оплачивается комиссия. Маленькая, очень маленькая комиссия, она стоит там копейки, но ее нужно заплатить. А у меня на балансе было 0. Вот такая вот, ребята, жопа получилась. Так что сразу заводите на кошелек Solana и GST, перебрасывайте на кошелек Spending хотя бы 1 GST и сколько нужно вам Solana, но опять же не забудьте, на кошельке Wallet вы должны оставить хотя бы пару копеек Solana, иначе вы не сможете сделать никакие дальнейшие операции. А на кошельке Spending всегда оставляйте хотя бы там пару копеек в токене GST, чтобы вы могли отсюда вывести деньги назад, пока вы их не заработали. В дальнейшем вы будете зарабатывать токен GST, и этой проблемы не будет. Но вначале это был геморрой. Вот так вот это, ребята, все работает. Внутри же кошелька Wallet вы можете делать обмены, можете делать трейд, обменять, например, GST на GMT. И для этого вам нужно оплачивать комиссию в Solana. Все, надеюсь, с этим объяснил, 100 раз повторил. Надеюсь, вы меня поняли. А теперь, ребятки, давайте поговорим немножко про токены. В общем-то, Solana. Solana у нас находится в таком довольно крутом пике, и она вот уже просто на грани. Она на грани, ребятка. Во-первых, опустилась до цены токенов 67, уже практически. И это вот крайняя точка. То есть, если мы здесь не удержимся, а пока все выглядит так, что мы не удержимся, то летим мы сюда аж на 42. И это, в общем-то, плохо для, ну, наверное, всей игры Stepn в том числе. Вы, в принципе, кроссовки сможете купить дешевле, но это за собой влечет потерю доходности, потому что вместе с Solana летит в ад и токен GST, который, да, хайпанул, пиканул вот практически до 10, и сейчас уже не удержался, практически пробил вот свою такую сильную поддержку в районе 4, и, ну, надеюсь, что он остановится хотя бы на 3,5. А ведь выплата нам идет вся в токенах GST, и чем ниже токен GST, тем больше будет окупаемость. И когда я считал окупаемость по 4,5, то сейчас придется считать по 3,5, и окупаемость у многих вырастет, наверное, к 2 месяцам. В то же время токен GMT тоже, в общем-то, падает, но я все-таки думаю, что он удержится вот здесь вот в районе $2. Его пик был $4. И смотрите, какой момент. Токен GST, я думаю, он уже показал свой исторический хай, и больше он никогда не будет в районе 9, а в лучшем случае он будет в районе 4. Мне бы хотелось так, но, в принципе, может и в районе 3,5 болтаться, это будет тоже неплохо. Окупаемость, конечно, будет выше, но это нормально, потому что токен GST имеет бесконечную эмиссию. У него нет никаких предпосылок фундаментальных расти в цене постоянно и стоит дорого. А вот токен GMT, у него эмиссия ограничена. И в дальнейшем на него у разработчиков есть большие планы. Будут вводиться новые механики в игре, в которых нужны будут токены GMT. То есть это уже нужно там для прокачки определенных уровней. И дальше мы сможем его фармить, этот токен. И он вот может пойти вверх, может перебить и $10 и пойти выше. Ну, в какой-то долгосрочной перспективе. И глядя на вот эту ситуацию, что токен GST там стоит сейчас вот в районе 4, а токен GMT стоит в районе 2, я предлагаю, и сам так делаю, то примерно весь ваш доход в токенах GST, который вы зарабатываете, разделить на 3 части. Но если вы уже прокачали до нужного уровня. 30% вы обмениваете в USDC, 30% вы обмениваете на GMT и 30% вы оставляете в токене GST. То есть сейчас вы можете обменять один токен GST с безграничной эмиссией на 2 токена GMT практически. Это выгодно. То есть сейчас, я думаю, стоит это делать. Пока вот эта разница в курсах сохраняется, это стоит делать. А теперь давайте, кто досмотрел до конца видео и поставил лайк под этим видео, поговорим о будущем Stepn, о его доходности и перспективах. В общем-то, как проект,
он останется с нами надолго и будет, в общем-то, приносить какую-то прибыль. Но никакой в мире проект не может долгосрочно показывать доходность в 100% в месяц. А в степне последние месяцы так и было. Окупиться можно было там чуть ли не за 25 дней. В большинстве случаев окупаемость была в районе месяца. Такую доходность показывают только пирамиды, которые схлопываются очень быстро. Степен это не пирамида, это все-таки более фундаментальный проект, и он не схлопнется, но его доходность будет падать. Ну и мне кажется, что мы уже пошли по пути снижения доходности и увеличивания срока окупаемости. И он будет доходить до нескольких месяцев, полугода, и в итоге он дойдет до года. То есть сейчас окупаемость скатится в районе там до 2 месяцев. Если биток пробьет 30, то доходность там упадет в разы. И окупаться будет все чуть ли не полгода. То есть будьте к этому готовы. Хайп, скажем так, прошел. Падающий биткоин этот процесс весь ускорил. Но это закономерно, это нормально. Чтобы проект долго жил, он должен показывать доходность. Тот же, если мы сравниваем с Biswap, например, игра в кальмара, она тоже приносила 100% в месяц, и это длилось 4 месяца. Но это проект намного более фундаментальный. Здесь деньги не вносились людьми, здесь деньги зарабатывались биржей. Здесь проект мог себе это позволить. Степен же ничего не генерирует, кроме веры в себя. Потому, ребята, будьте готовы к увеличенной окупаемости. Ну, как обычно, когда я зашел, Степана все рухнуло. Ну, думаю, многие из вас с этим согласятся и поставят лайк под этим видео. В общем, ребятки, это все, что я хотел сказать. Надеюсь, видео было полезным. Ставьте лайки и до скорых встреч.